Здравствуйте! В этом видеоролике я расскажу вам, зачем ехать отдыхать в поселок Уреки и как здесь себя развлечь. Самая первая и главная причина для отдыха в поселке Уреки – его лечебные магнитные пески. Сочетание магнитных свойств и темно-серого цвета песка уникально не только для Грузии, но и для всего мира. Пески имеют показатель намагниченности до 70%. Это делает пляж Уреки настоящим природным санаторием. Но лично на себе мы не испытали чудесное исцеление магнитных песков. Мы не преследуем цель оздоровиться в этих песках. Не закапываемся в песок каждый раз, когда идем на пляж. Хотя как развлечение Федя любит, чтобы я его закопала или он меня закапывает, но в первую очередь мы приезжаем в Уреки просто потому, что в Грузии все пляжи галечные. И просто построить замок из песка здесь довольно проблематично. Поэтому мы отдыхаем в Уреки. И главное развлечение – это, конечно же, пляж. Все-таки приятнее заходить в воду, ступая по песчаному дну, нежели галечному. Сходили на пляж, покупались в море, позагорали, пришли домой. Что делать дальше? Первое. Это, конечно же, променад по Уреке. Какие развлечения непосредственно на территории поселка здесь есть? Первое – это, конечно же, кафе и рестораны. Например, в Вероне или в Бермухе или в Сазандаре по вечерам играет музыка, люди танцуют, кушают, общаются, в общем, веселятся. В этот раз, когда мы приехали, нас ожидало несколько сюрпризов. Первое, это, конечно же, то, что заасфальтировали Гурию, Такаишвили, положили тротуары. И самое интересное, это, конечно, сделали набережную, то есть забетонировали дорожку довольно широкую от начала, так сказать, поселка и до старого ресторана «Элита». То есть сделали такие две площади по бокам смотровые, и между ними тянется вдоль берега широкая, удобная дорожка. Это, конечно, было очень большой радостью, потому что в прошлом году мы действительно очень переживали по этому моменту, что нельзя пройтись спокойно вдоль набережной. Была такая узенькая дорожка, и то, по-моему, она даже не доходила до Колхиды. То есть до Колхиды доходила, а потом уже там был песок. В начале поселка, там, где начинается дорожка, обустроена, так сказать, площадь, поставлены лавочки. Можно также посидеть просто на ступеньках и, конечно же, взять на прокат электромобиль. Федя просто обожает кататься на таких машинках. В этом году стоимость машинки 10 лари 15 минут. В принципе, это нормальная, адекватная цена. Думаю, что если брать, например, полчаса и более, то можно договориться и дешевле. Для детей открыт небольшой парк аттракционов. Можно покататься на машинках, можно попрыгать на батуте. Для малышей есть несколько аттракционов. Также можно пострелять в тире. В прошлом году приезжал цирк, но в этом году цирк не приехал. Итак, зайти поужинать в ресторан, просто посидеть на берегу с видом на море, покататься на аттракционах, и просто завести новых друзей. Пляж – это место, где можно познакомиться с множеством интересных и хороших людей. Например, недавно, когда мы отдыхали с Федей, подошла женщина, которая услышала, что мы говорим на русском, и попросила, так сказать, с ней пообщаться или вот просто побыть с ней в компании, потому что она живет уже несколько лет в Грузии и очень скучает по родному языку, то есть по общению на родном языке. И в итоге мы обменялись номерами телефонов,
обменялись множеством полезной информации. В общем, остались довольны. Также в этом году нам посчастливилось познакомиться с прекрасным, интересным парнем, который продает напитки, кукурузу на пляже. Разговаривает также на русском языке, он здесь уже живет 2 года. И, как оказалось, он очень смышленый, очень интересный человек. И сейчас Федя с ним активно общается. Поэтому рекомендую обращать внимание на людей, знакомиться, общаться и весело проводить время друг с другом. Как еще себя развлечь в Уреке? Это, конечно же, заказать экскурсии. В прошлом году их было очень много, но в этом году я видела всего лишь пару машин, на которых реклама экскурсий, но они есть. Также можно съездить самостоятельно. Самое близкое — это поселок Шкветили. В этом поселке есть парк музыкантов. Также можно посетить дендрологический парк, где вы увидите, например, розовые фламинго. Этот парк недавно открыли для посещений. В 20 километрах от Уреки находится поселок Поти. В первую очередь Поти интересен Колхидским национальным парком с реликтовой фауной, лесами и озерами. В 25 километрах находится город Кабулети. В Кабулети можно отдохнуть на пляже. Он намного длиннее, чем пляж в Уреке. А также можно отправиться в заповедник и исследовать интересные маршруты. Также можно на маршрутке номер 55, который отправляется с поселка Уреки в Батуми. Одна из главных достопримечательностей — это, конечно, ботанический сад. Вообще Батуми очень интересный город, и там много чего интересного, но ботанический сад в первую очередь. Также, если ваши дети или вы сами любите аттракционы, неподалеку от Уреки есть парк Цитинателла, что в переводе на русский язык означает «светлячок». На территории располагаются 8 аттракционов для маленьких детей, 17 семейных и 11 аттракционов для взрослых. Также на территории есть фастфуд, картинг. Чтобы оплатить, необходимо купить карту и на нее зачислить деньги в кассе. Открываются аттракционы после 18:00, поэтому днем смысла ехать нет. Ночь Цитинателла очень ярко освещается, тем самым завлекая всех, кто проезжает мимо. В парке есть также колесо обозрения довольно внушительных размеров. В этом видеоролике вы узнали про развлечения в поселке Уреки. Хорошего настроения! До свидания!